Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Это канал об узорах, и я Оля. И рада приветствовать новичков, гостей своего канала. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, заглядывайте в плейлисты. Я надеюсь, видео вам понравится, вы оставите свои лайки, а также свои комментарии. И не забудьте подписаться, чтобы не потерять канал. И нажать на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам отдельный привет. Я всегда вам говорю отдельные слова благодарности. Вы моя большая группа поддержки. Я вас ценю, уважаю. И я ж к вам с новым узором. Смотрите, это у нас ниточки получается Yarn Art Elite, а это моточек уже перемотанный. Это Yarn Art Baby. Но если вы внимательно посмотрите, я вам покажу, что Yarn Art Baby 100% акрил. Так? Yarn Art Elite 100% акрил. То есть эти ниточки мы совместим друг с дружкой. И там производители советуют брать крючок 3,5 мм. Видите? 3,5. И здесь получается 3,5. Вот. И мы берем нашу рабочую лошадку 3,5 мм. Узорчик несложный, как всегда. Узорчик интересный. Опять показываю нам на контрасте. Но вы помните, да, кто смотрит постоянно канал, что вы можете повторять в 2 цветах, 3 цветах, 4, 5. Можете в одном делать. Это на ваше усмотрение. То есть я вам просто показываю разноцветными ниточками именно нюансы узорчиков. Угу. Давайте начнем вот с такого цвета. Он у вас выглядит таким таким нежно-нежно-голубым, да. На самом деле в реале он еще нежнее, очень классный. Ниточки очень хорошие, конечно, для детского вязания. Кто знает, напишите в комментариях, что да, пробовал. Отзывы отличные, да. Итак, смотрите, раппорт у нас сегодня узора будет из 8 петелек. И мы с вами наберем 31 петельку, просто чтобы красиво закончить узорчик. Угу. Итак, давайте. Все как всегда. Петельку зафиксировали и набираем 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Вот наш будущий образец. Что делаем дальше? Дальше. 1 воздушная петелька. И во вторую петельку от крючка, 1, 2, вот во вторую, вводим крючок и делаем столбик без накида. В следующую тоже сделаем столбик без накида. А дальше внимательно, смотрите. Делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. А в цепочке пропускаем 3 петельки. 1, 2, 3. И в четвертую провязываем столбик без накида. Есть. А дальше делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И в цепочке пропускаем тоже 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Четвертую провязываем столбик без накида. Опять делаем 5 воздушных петелек, то есть большую петлю будем делать. 1, 2, 3, 4, 5. А в цепочке пропускаем 3 петельки. 1, 2, 3. В четвертую вяжем столбик без накида. Вот. И опять повторяем. Следующая у нас петелька будет маленькая. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 3 петельки цепочки пропускаем. 1, 2, 3. В четвертую вяжем столбик без накида. И так далее до конца ряда чередуем. Большая петелька, маленькая петелька, большая петелька, маленькая петелька. Дальше будет большая, маленькая, большая, маленькая. Понятно? Давайте, до конца ряда вы справитесь. А в конце ряда я вас встречаю. Угу. Давайте. Так, смотрите, довязали практически до конца. Вот, соединили большую петельку, да, столбик без накида. И заканчиваем точно так же, как и начинали. Здесь у нас было 2 столбика без накида. И заканчиваем тоже 2 столбика без накида. Есть. Дальше что делаем? Этой же ниточкой 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Так, поворот. И вот смотрите, вот в эту вот большую петлю мы должны будем провязать 11 столбиков с накидом. Смотрите, вводим крючок в петельку, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Еще раз. Опять 2, 2. Новички в этот момент отрабатывают навыки вязания столбиков с накидом. Да? Так, 11 столбиков должно быть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 и 11. Дальше в маленькую вот эту вот, получается, арочку, да, петельку, мы делаем всего лишь один столбик с накидом. Это у нас начальный ряд. Дальше я покажу вам, как будет продолжение, вы поймете принцип. Идем дальше. Опять большая арка, в нее опять 11 столбиков с накидом. В маленькую арочку 1 столбик с накидом, в большую 11, в маленькую 1 столбик, в большую 11. Не сложно? Давайте новичкам покажу еще раз, как вяжутся столбики, да? Ввели крючок в петельку, вот эту вот большую, да? Протянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Накид. Еще раз ввели. И опять 2, 2. Угу. Девчат, если немножко видео, как бы вы считаете, быстро, открывайте либо первые видео, да, там я более медленно показываю столбики, либо просто эти вы можете вот внизу, вот здесь вот у вас внизу экрана настройки, и там вы можете регулировать настройку быстрее и медленнее. Нажмите медленнее, я буду говорить, конечно, таким большим басом, но я зато буду показывать медленнее. Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, а в маленькую арочку 1 столбик. Вот. И у вас начнутся формироваться вот такие вот дуги. Угу. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Ну, не сложно, да? Давайте. Так, смотрите, у вас такая же получается красота. Вот такие же волны, да? Смотрите, довязали до конца, получается, вот этот вот большой веерочек. И заканчиваем точно так же, как и начинали. Начинали мы столбиком с накидом. Помните, да? Но это были 3 воздушные петельки, имитация столбика. Здесь, получается, в самый последний столбик без накида провязываем, вот так вот вводим крючок, провязываем столбик с накидом. Раз, раз и все. И здесь вот так вот сделаем одну воздушную петельку и подтянем ниточку, потому что я буду добавлять новый цвет, но у меня новый цвет будет всего лишь один ряд, поэтому я начну с этого края, дойду до конца, а здесь у меня уже встретится новая ниточка моя, и я ничего вырезать не буду. Девчонки рады, я довольна, все классно, верно? Итак, смотрите, зафиксируем беленькую ниточку. Да, если вы вяжете одним цветом, конечно, вы просто продолжаете вот так вот дальше одним цветом, то есть без вопросов. А тот, кто добавляет, ну, вот так вот будет удобнее. По крайней мере, не надо будет резать ниточку. Итак, смотрите, зафиксировали нашу беленькую петельку. В третью петельку подъема вводим крючок. Так. И протягиваем ниточку. И вот так вот раз, зафиксировали. Дальше по узору 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. А потом еще 2 петли, узнаете, да, потом тоже воздушные петельки по узору. Итак, итого сделали 5 воздушных петелек. Дальше, смотрите внимательно, считаем. Вот наш веерочек. Считаем первый столбик по верхушечкам, второй, третий, четвертый. В четвертую верхушечку проваливаемся, захватываем ниточку, провязываем столбик без накида. Есть. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два, накид. 1 столбик пропускаем. Вот смотрим верхушечку. И в следующий столбик вводим так крючок в верхушечку, вытягиваем ниточку, подтягиваем, вот так вот, не провязываем. Раз, еще раз, два, еще раз, три, еще раз, 4, еще раз, 5. Вы можете делать 3, вы можете делать 12. То есть просто знаете, что шишечки кушают много ниточек. Чем больше шишечка, тем она эффектнее. Но там дальше вы выбирайте сами. То есть 5 это не принципиально важно. Все вместе провязали, зафиксировали. Вот такая получается шишечка. Люблю называть бубочка. На самом деле это пышный столбик. Вот так вот. 2 воздушные петельки опять. Пропускаем следующий столбик. По верхушкам смотрим. И через столбик провязываем. Так вот раз. И столбик без накида. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Покидаем наш первый веерочек. Перескакиваем на второй веерочек. Точно так же. Вспоминайте. Считаем 4 столбика. Раз, два, 3, 4. И в четвертый вводим крючок, вытягиваем ниточку, столбик без накида. 2 воздушные петельки, накид. 1 столбик пропускаем, в следующий столбик провязываем вот эту нашу шишечку, бубочку, пышный столбик. Потянули ниточку, раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Угу. Все вместе
разом провязали, зафиксировали. Понятно? 2 воздушные петельки, опять пропускаем столбик, следующий столбик, столбик без накида. Вот такая вот у нас будет получаться красота. На наших вот этих вот гребешках, на наших волнах формируются вот такие вот шарики. Класс. Дальше получается у вас будет 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5. И мы опять перескакиваем к следующему веерочку. А тут вы помните, да, 4 столбика. Раз, два, три, 4. В 4-й столбик без накида. 2 воздушные петельки и шишечка. Угу. Класс. Давайте до конца ряда самостоятельно, потому что вы уже большие молодцы и справитесь. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрим. Такая красота получается. Такие шишечки у вас классные получились. Итак, заканчиваем. Заканчиваем точно так же, как начинали. Помните, я здесь говорила, 3 петельки провязали, а потом 2 петельки, да, итого 5. Вот он так и есть. Смотрите, 2 петельки провязываем. Раз, два. А следующий будет, да, у нас вот этот вот столбик, самый крайний столбик с накидом. То есть, ну, как бы выравниваем, да, наше вязание. Хоп. Но провязываем не до конца, потому что здесь будем добавлять нашу первую ниточку. Так, подтянули ее аккуратненько. И провязали уже новой ниточкой весь наш вот этот вот столбик. Все, беленькую подтянули. Что делаем дальше? 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Здесь у нас получается, видите, вот эти вот большие арочки. Это вот для наших больших вот этих вот веерочков. Здесь будет маленькая арочка. Поэтому что мы сделаем? Правильно, мы здесь делаем пол веерочка. Провязываем всего лишь 5 столбиков с накидом. Давайте. Раз. Два. Три. 4 и 5. Есть. Дальше, смотрите. Вот наша шишечка, бубочка красивая, да? Мы ее должны провязать. Смотрите, как интересно. Вводим крючок вот таким вот образом. Видите? Получается, что крючок перед шишечкой, шишечка за крючком вся. Захватили ниточку и провязали столбик без накида. Понятно? Накид. И дальше шагаем в следующую большую такую арочку и провязываем 11 столбиков с накидом. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 и 11. Вот, у вас будет так выглядеть с изнаночки. А вот такая вот классная будет у вас лицевая часть. Угу. Давайте еще раз покажу, как мы красиво обвязываем нашу шишечку. Итак, захватили, вот шишечка наша. Захватили шишечку вот так вот крючком. Опля. Шишечка сзади, крючок спереди. Ниточку захватили. Провязали столбик без накида. Угу. И опять следующую большую арку сразу же перескочили, перепрыгнули. Провязываем 11 столбиков с накидом. Ну класс. Ну скажите, и не сложно, да? Вот, зато у вас будет вот такая вот потом красота. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, девчат, смотрите. Вот так вот аккуратненько все получается у нас, да? Вот такая красота. Что мы делаем дальше? Смотрите, у нас получается после наших вот этих 5 столбиков, да, тут у нас получается пол веерочка. Мы присоединяемся к 3 петелькам подъема вот этого белого, да, ряда и провязываем столбик с накидом. Опять петельку подтянули, оставили. Переходим к нашей белой ниточке. Вот белую ниточку подтягиваем к 3 вот этим петелькам подъема. Аккуратненько, не затягиваем край, да, не зажулькать его. Что делаем дальше? Воздушная петелька и сюда же столбик без накида. Так. И так как у нас здесь получается, ну, всего лишь пол веерочка, то, естественно, мы же не сможем с вами здесь провязывать целую бубочку, да. Давайте сделаем просто одну воздушную петельку и следующий столбик сделаем столбик без накида, а дальше провяжем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Перескочим
к следующему веерочку, и там уже будет полноценная у нас шишечка-бубочка. Итак, вспоминаем. 1, 2, 3, 4. К четвертому столбику присоединились. Столбик без накида. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2, накид. Через столбик, то есть столбик один пропускаем, а следующий делаем вот так вот. Протянули ниточку. 1, накид. 2, накид. 3, накид. 4, накид. 5. Вот. Провязываем все вместе разом. Зафиксировали. 2 воздушные петельки. Один столбик пропустили. Следующий столбик провязали столбик без накида. Вспомнили, да? Вот. У нас будет вот такая вот картина. Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И перескакиваем сразу же к следующему веерочку. Считаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в четвертый делаем столбик без накида. И так далее до конца ряда. А в конце ряда я вас опять встречу. Угу. Давайте. Итак, смотрите, вот такая красота получилась, да? И заканчиваем мы точно так же, как и начинали. То есть вот этот у нас столбик, в четвертом столбике, да? Столбик без накида. Сделаем воздушную петельку и один столбик пропускаем, следующий провязываем столбик без накида. И вот так вот зафиксировали петельку. Все. Беленькой мы работать закончили ниточкой. Теперь переступаем к нашей вот этой вот нежно-нежной такой голубенькой. Смотрите, подтягиваем для себя, как нам необходимо, чтобы сильно край тоже не затянуть, но чтобы было нам удобно. Итак, переключаемся непосредственно вот в эту вот арочку. Делаем столбик. И дальше в большую арку делаем 11 столбиков с накидом. 1, 2. То есть мы начинаем с вами провязывать точно так же. Будет ряд у нас повторяться, как самый первый ряд. Видите? Вот этот вот ряд. И вот мы его также провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И теперь у нас наша шишечка-бубочка. Так, смотрите. Мы ее здесь захватываем каким образом? Чтобы они у нас смотрели все в одну сторону. Правильно? Вот. Получается, мы захватываем таким образом, что у нас шишечка находится перед крючком, да? А крючок за шишечкой. Видите? Вот. И таким образом мы как бы выворачиваем нашу шишечку всю в одном направлении. Вытянули ниточку, провязали столбик без накида. И сразу же перескочили в следующую арочку и опять провязываем 11 столбиков с накидом. Понятно? Я думаю, что понятно. Видите? И у вас будет такая красота. Я предлагаю еще провязать несколько рядочков, чтобы увидеть всю прелесть данного узора. Так, мы его вырастим на несколько рядочков и встретимся вместе. Посчитаем, замерим, зафиксируем. Договорились? Все, встречаемся через несколько рядов. Гляньте, какая красота получается. Необычно, да? Интересно, прикольно. Шишечки-бубочки, как всегда. Они, конечно, свой колорит приносят. А эти рядочки, смотрите, какие, да, получились широкие, высокие. Естественно, узорчик за счет этого получился такой большущий. Итак, 31 петелька у нас был набор, да? И получается это аж 21 сантиметр, смотрите, да? А здесь получается, если посчитать вот по этим нежно-голубеньким, 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов по самой высокой точке, это аж 13 сантиметров. Прикольно. А по самой маленькой получается точечке, да, низкой, 12 сантиметров. Ну, здорово. Из акрила, да? Классно получается. Если это будет хлопочек, если это будет ниточка летняя, то получается, естественно, будут модельки летние, топики, маечки. Угу. А если это будет, например, ниточка более плотненькая, да, более зимний вариант, естественно, это что будет? Шарфики, снудики. Возможно, наверное, из данного узорчика будет прикольный палантинчик, да, такой в дырочку. Итак, как всегда, жду ваши комментарии, жду ваши предложения, куда можно использовать данный узорчик. А также, я надеюсь, вам видео понравилось, вы поставите свой лайк, я буду очень рада. И не забудьте подписаться, кто еще этого не сделал. А также нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. До новых видео. Всем пока-пока.